Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание подаркам, да не просто подаркам, поговорим о том, какие же подарки не стоит принимать в своей жизни. Потому что, принимая такие подарки, вы столкнетесь не просто с негативом, вы можете столкнуться с глазом, с порчей. Нужно ли вам такое? Скорее всего, нет. Но дело в том, что многие не обращают внимания на те или иные подарки и не думают о том, что такая вещь или такой предмет может принести проблемы в жизнь другого человека. Давайте вместе с вами поговорим о том, какие подарки нельзя принимать. Прямо сейчас поставьте лайк этой трансляции, а в комментарии напишите слово «благодарю». Это будет лучшая благодарность от вас. А так, мы с вами начинаем. Вы знаете, каждая вещь в окружении человека обладает своей энергетикой, при этом как положительной, так и отрицательной. Поэтому одни вещи, попав в нашу жизнь, наполняют ее радостными и приятными событиями, а другие своим появлением притягивают неприятные события, нехорошие энергии и изменения, которые вряд ли порадуют нормального, адекватного человека. Также, надевая вещь со светлой энергетикой, человек будет притягивать в свою жизнь удачу. У него будет все с легкостью получаться, он сможет осуществить желаемые планы, счастье, положительные эмоции будут наполнять душу, а надевая вещь уже с негативной энергетикой, у него наоборот ничего не будет получаться. Все, за что он не возьмется, закончится провалом. Грусть и печаль будут сопровождать его, а неудачи не будут исключением. С вещами связано очень много народных примет, традиций, суеверий, советов, которые передались нам от наших предков, для того, чтобы уберечь нас от этого ненужного негатива, от необдуманных действий, которые мы можем совершить в порыве, или же когда не будет времени все обдумать и все взвесить. Эти знания накапливались годами, но сейчас это клад, который способен не только во многом помочь, но и, что немаловажного, от многого обезопасить. Все вещи, которые передаются вам от кого-то по наследству, вам их просто приносят в дом, знаете, они напитаны энергией того человека, с кем они контактировали. Любая вещь, она запоминает информацию. И опасными являются вещи, которые когда-то кто-то носил. Они требуют обязательно энергетической чистки, так как содержат не только энергии, которые излучал тот, кто их носил, но и жизненные силы данного человека. Хорошо, если энергии у него действительно были положительные и жизненные силы его наполняли. Тогда такая одежда действительно будет человеку приносить пользу. Но если энергии, которые наполняют этого человека, они негативные, к нему прицепилась какая-то злая сущность, то такая вещь будет приносить страшный вред, отбирать силы того, кому она попадет. Горесть и уныние наполнят его жизнь. Поэтому не стоит брать чужие вещи, так как вы не знаете, что с ними вы можете приобрести. Не рискуйте, чтобы не испортить свою жизнь, а потом не жалеть о том, что в ней начали происходить и что начало вашу жизнь наполнять. Помните о том, что нельзя давать и свои вещи, так как у вас могут отобрать ваши хорошие энергии. Если ваша вещь попадает к тому, кто вам завидует, он сможет воспользоваться ней для того, чтобы лишить вас этого. Поэтому соблюдайте простое правило. Ваша вещь– это ваша. И никто ее не должен брать, даже если это кто-то из ваших близких, друзей или родных. Самые простые ситуации– это когда две подруги живут, например, в общежитии или живут в одной съемной квартире, и одна из подруг идет на свидание и просит у другой и бижутерии, и платье, и еще какие-то украшения и так далее, и так далее. Но вы должны понимать, что лучше быть вот тем вот настоящим человеком, а не пытаться быть кем-то. Этого не стоит делать, потому что рано или поздно все равно те люди, к которым вы идете общаться, обсуждать что-либо, знакомиться, узнают правду, что вы не тот человек. А может быть, лучше вот быть таким, каким вы есть.
А если вы хотите иметь те или иные вещи, а может, вам нужно подумать, как вам их заработать. Но очень важно, чтобы вы не использовали чужие вещи, потому что бывает так, что, надев буквально одно платье, какое-то украшение, цепочку, вы резко меняете свою жизнь, кардинально меняете жизнь. Хорошо, когда это хорошо, а представляете себе, что у человека в шкафу есть скелет, о котором вы не знаете. И надев эту вещь, вы таким образом надели на себя и чужую жизнь. И что происходит? А ничего хорошего не происходит. Поэтому энергии, конечно же, наполняют и новые вещи, которые находятся в магазине, так как за день к любым вещам могут прикасаться различные, конечно же, различные люди. Кто-то в хорошем настроении и с хорошей энергетикой, ну а кто-то пришел в магазин для того, чтобы, например, снять стресс. Вы сами иногда бывает, что вот любые женщины любят ходить просто по торговым центрам, по магазинам, по рынку и просто наблюдать, просто смотреть, интересоваться, просто, знаете, созерцать те или иные вещи. Возможно, у вас в этот момент были какие-то проблемы. Представляете, вы эту проблему частично энергетически передали той или иной вещи. Потому что бывает так, что человек отвлекается, потому что, ну, неприятности, которые накопились. И потрогав любую вещь, данный человек передает вот этот негатив этой вещи. А тот, кто ее покупает, он неосознанно забирает это. Поэтому нужно после покупки вещи очищать обязательно и с помощью огня, и с помощью соли, солнца, сильных энергетических трав, которые помогут убрать ненужные энергии и притянуть те, которые принесут вам пользу. Самое простое, купили вы вещь, обращаем ваше внимание, что неспроста, когда вы покупаете любую вещь, вам дают пакет для того, чтобы вот те энергии, которые были с этой вещью, они были у вас в вашей жизни. Но вы сами понимаете, что это не всегда хорошая энергия. Поэтому принесли домой, сразу отправляйте в стиральную машину, также не забывайте просушить хорошо на солнышке. И только после этого стоит надевать ту или иную вещь. И, конечно, мы же с вами часто получаем подарки, которые нам могут преподнести люди, как с чистой, с искренней душой, притягивая в нашу жизнь вместе с этим что-то хорошее, положительное, даря тем самым нам светлые эмоции. Но есть и люди, которые относятся к нам не так, как нам бы этого хотелось. Они готовы причинить вред любыми действиями, только чтобы нашу жизнь наполняли беды, неприятности. Ведь от того, чем хуже будет складываться наша жизнь, тем лучше будет их жизнь. Запомните это правило. Люди со злой душой имеют свое мышление, которое трудно достаточно объяснить. Они не готовы тратить свое время на то, чтобы изменить свою жизнь в лучшую сторону, но готовы тратить это на то, чтобы испортить жизнь другого человека. Так как в жизни мы часто получаем подарки, и отказаться от всех не является выходом из ситуации. Поэтому нужно научиться распознавать, какой подарок имеет хорошую энергетику, а какой нет. Какой нужно принять обязательно с благодарностью, а от какого отказаться. Для этого нужно обращать внимание на то, какие ощущения тот или иной подарок у вас вызывает. Если ваше внутреннее чутье подсказывает вам, что его не стоит брать, прислушайтесь к себе, так как интуиция– это ваш защитник, и она первым делом срабатывает на любые негативные энергии, которые способны разрушить вашу жизнь или биополе. Такой подарок категорически брать не нужно. Даже если вы берете подарок в руки и при этом ощущаете холод, это уже означает, что подарок наделен нехорошими энергиями. Возможно, потому что этот человек сам излучает негатив, и вы его просто ощутили. А возможно, по той причине, что данный человек наслал на него негативные энергии, такие как сглаз, порча, и хочет, чтобы он привлек к вам нехорошие энергии, способные навредить. Если человек испытывает к вам ненависть, желает, чтобы вас и вовсе не было на этой земле, к сожалению, он способен преподнести вам проклятый подарок, который разрушит не только вашу энергетику, но и энергетику вашего жилья. А это уже неблагоприятно скажется и на всех тех, кто в таком доме живет. С таким подарком вы можете получить и разрушительный негатив, который наполняет человека, его преподнесшего. Возможно, он на него переложит все свои проблемы. Это может быть сотрудник, у которого не складываются отношения с руководителем, а у вас наоборот. Он же желает поменяться с вами местами.
Могут подарить и подарок, на который, например, наложена порча. И это тоже не есть хорошо. И очень важно понимать, что вы тем самым вы можете в свою жизнь привнести те или иные проблемы. Поэтому, если вы приняли подарок, и на следующий день у вас начались проблемы, и они могут начинаться с головной боли, с плохого утреннего настроения, недомогания, легкой дрожи, но будет с каждым днем становиться все хуже и хуже, могут затронуть любую сферу вашей жизни. А если воздействие на подарок было целенаправленно, и к этому, например, привлекли ведьму, то может сразу же затронуть несколько сфер жизни одновременно. Могут начать происходить кошмары, недопонимания с близкими людьми, ссоры, скандалы на работе. Там, где вы считались лучшим сотрудником, начнут также возникать ситуации, которые не только вас будут огорчать, но могут изменить ваш статус. Вы утратите уважение руководителя. Страх будет наполнять вашу душу. Вам будет казаться, что вся жизнь просто-навсего рушится, а неудачи ее начнут наполнять. Если после того, как вам преподнесли такой подарок, вы оказались на месте того, кто вам его преподнес, все, что было плохо в его жизни, перешло в вашу, вы потеряли работу, а данный человек ее приобрел, у вас распалась семья, а тот, кто был на протяжении многих лет одинок, нашел свою пару, или вы обладали, например, красивыми волосами, у вас начались с ними проблемы, но вот внешность вашей подруги, наоборот, улучшилась. Волосы стали гуще, а кожа намного чище. Когда-то что-то из этого у вас такое происходит, сразу подумайте, что такого вы получали в ближайшее время. Кто преподносил подарок и с какого момента у вас все пошло не так, как было раньше. Вы утратили связь со Вселенной. Положительные сильные энергии просто-навсего перестали к вам поступать. Как только вы определитесь, сразу избавьтесь от такого подарка. Его нужно либо сжечь, тогда вы разорвете с ним связь, либо продать. Но в таком случае нужно деньги, которые вы за него выручите, отдать на благотворительность, так как вы должны утратить с ним связь. После того, как вы это сделаете, возьмите монетку любого номинала, положите ее на пол под левую пятку, после чего подожгите свечу и установите ее перед собой. После этого левую ногу приподнимите и подержите над свечой. При этом трижды проговорите такие слова. Все зло, что мне недоброжелатель передал, пусть в монету эту перейдет, а огонь в тело войдет. Каналы все очистит, энергетику укрепит и светлыми энергиями окружит. После чего ногу опустите, отойдите от монеты, а свече дайте догореть. Агарок нужно будет выбросить. Найдите водоем с бегущей водой, состоячей нельзя, и через левое плечо выбросите монету, а с ней мысленные все тревоги, проблемы, что пришли в вашу жизнь. Уходите не оборачиваясь. Вернувшись домой, приготовьте веточку мяты, ромашки, крапивы, подожгите их и первым делом окурите свои ступни. После чего все остальное тело, проговаривая при этом такие слова: «Силы энергетические меня окружают, тело мое наполняет, все, что пришло, меня покидает, жизнь мою в покое оставляет». Она не только улучшается, а в идеальную превращается. Когда закончите, подойдите к окну, откройте его и трижды дуньте на веничек, проговаривая такие слова: «То зло, что меня нашло, к владельцу уйди и его же проучи». Так вы не только избавитесь полностью от влияния на себя, но и отправите негативные энергии тому, кто вам их передал. Ваша жизнь за короткий промежуток времени восстановится, а вот у того, кто желал вам зла, наоборот, появятся проблемы, которые изменят его мышление, зависть, нечистосердечие навсегда покинут его жизнь, и он изменится в лучшую сторону. Очень важно, чтобы вы обдумывали и то, что вам преподносят в подарок. Нельзя принимать такие подарки. Запомните или запишите. Первое — это носовые платки, потому что через именно этот предмет вы можете привлечь слезы в свою жизнь. Не стоит принимать в подарок и платок, который покрывает голову, потому что это притянет в вашу жизнь всевозможные неудачи. Далее зеркало. Знаете, зеркало — это очень такой вот специфический подарок, который способен причинить большой вред, передав то, что в нем отражается, или же то, что в него вложили. Также такой подарок способен отобрать красивую внешность. Его обычно используют крадники в своих целях.
пустой кошелек, даже если он вам очень сильно нравится, нужно попросить, чтобы тот, кто дарит, положил купюру, пусть даже самого маленького номинала, но это не будет лишать вас денежной энергии. Также, что не стоит никогда принимать, это полотенце. Дело в том, что именно такой вот подарок способен притянуть болезни к тому, кто ним будет вытираться. Если такой подарок преподнесут семейной паре, это может притянуть в их жизнь измены и проблемы разного характера. А вот часы способны остановить жизненное время. Если такой подарок будет преподнесен второй половинке, они начнут отсчитывать время, проведенное вместе. Поэтому от такого подарка нужно отказаться во всех смыслах. Не принимать и не дарить, чтобы беды обошли стороной. Колющие предметы, они способны дарить горе, а также приблизить расставание с любимым человеком. Нож способен разрезать биополе и, к сожалению, принести горе в семью. Фигурки птиц – это также знак того, что тот, кто вам ее преподносит, желает горя. И такой вот подарок способен разрушить отношения между близкими людьми, а денежная энергия в один момент просто-навсего вас покинет. Тапочки притянут печаль, депрессию. Такие подарки, как носки, перчатки, варежки, могут испортить отношения с тем, кто его преподносит. А если это делает завистливый человек, недоброжелательный, то все, чему он завидует, с легкостью перейдет в его жизнь. Нижнее белье спровоцирует того, кому преподнесено, к изменам. Поэтому, если не хотите ощущать это на себе или же в своей семье, воздержитесь от таких подарков и ни в коем случае не принимайте их. Если такой подарок решит вам сделать ваша вторая половинка, сходите в магазин вместе и купите также вместе. Это касается и вас, если решите сделать вашей второй половинке такой же подарок. Ремень притянет в жизнь того, кому подарен, конфликты и недопонимание с окружающими людьми. Если вам подарят набор для маникюра, при его использовании ваше биополе ослабнет и будет притягиваться любой негатив извне. Нательный крестик способен притягивать к вам те энергии и чувства, которые человек, преподнесший такой подарок, излучает. Поэтому не стоит рисковать и принимать его, если вы не уверены в искренности дарителя, потому что вред, к сожалению, может быть непоправимым. Это касается и различного рода религиозных реликвий. На них с легкостью можно сделать порчу. Желаете что такое это иметь, приобретайте это самостоятельно. Очень правильно, если, например, вы посещаете святые места время от времени или любите сами время от времени узнавать что-то новое. И бывает так, что, заходя в храм, и там есть церковная лавка. И, например, вам понравились, например, иконы, крестик, какая-то интересная литература. Знаете, это неспроста. Обязательно приобретите и начните использовать в своей жизни. Но если вы хотите подарить кому-то и что-то из членов семьи или вашим близким, то вы должны быть также уверены, что эти люди искренне по отношению к вам. Помните, пожалуйста, об этом, потому что часто бывает так, что один человек думает, что к нему люди относятся искренне, он старается от всей души сделать подарки и помочь в самую трудную ситуацию. Другой человек все это время рассказывает какие-то небелицы, как ему сложно, как ему тяжело. Но когда наступает момент X, то тот человек, который постоянно помогал, от него все отворачиваются. Да, это страшно, это печально, это неприятно, несправедливо, но вы знаете, вот именно в такие моменты проверяются и наше окружение. И, как правило, из окружения, которое вы всех считали самыми лучшими людьми, друзьями, родственниками, в такие моменты, к сожалению, они уходят. Остается всего лишь 20, ну, от силы 30%. Знаете, всегда друзей, своих родственников, близких всегда можно проверить как? Не в радости, а именно в горе. Как они откликнутся и как они готовы будут вам помочь. Помните о том, что свечи в качестве подарка несут в себе мертвую энергию. Когда вы такую свечу будете зажигать в доме, она будет данной энергией наполнять дом, что будет притягивать беды. Поэтому, если вы хотите кому-то подарить какие-то красивые свечи, сейчас прямо чуть ли не как целые картины есть свечи достаточно красивые, лучше подарите сертификат, а человек уже сам пойдет в этот магазин, в интернет-магазин и купит те свечи, которые действительно ему понравятся и которые откликнется его душа.
Также посуда. Посуда, вы знаете, это не лучший подарок, так как во время ее использования тот негатив, которым она напитана, будет передаваться еде, а затем тем, кто такую будет еду есть, и тем самым разрушать не только их жизнь, но и будущие планы. Очень часто бывает так, что наши бабушки, наши прабабушки в те далекие страшные времена хранили посуду, и эта посуда у них лежит сейчас на чердаке, и в какой-то момент они решают поделиться со своими внуками, со своими детьми и так далее. Вот такую посуду лучше вообще не использовать в своей жизни, потому что неизвестно, сколько она лет пролежала, она пропитана была пылью, тем негативом, а также теми событиями, которые происходили в жизни этой семьи и в жизни вообще целых поколений. Поэтому лучше всего, если вы хотите вот иметь частичку такой посуды, вы можете взять пару тарелок, но их нужно в любом случае держать в закрытом шкафу или коробке. А в своей жизни нужно именно иметь всегда ту посуду, которая вам нравится, которая вам будет приносить удовольствие. И научитесь покупать посуду хорошего качества. Не экономьте, да, бывает достаточно дорогая посуда, и если она на распродажах продается, вы можете поискать, посмотреть, и иногда очень можно выгодно ее купить. Но смотрите, чтобы не было никаких скол, не было трещин. Поэтому, когда вы что-то на распродаже покупаете, не всегда есть какие-то подвохи. Есть продают, например, потому что действительно закрывается магазин и хотят просто продать по себестоимости. В таком случае обязательно проверьте каждую чашечку, каждую тарелочку, вообще весь сервис, который вы хотите купить. Ну и смотрите на то, если у вашей жизни уже посудомоечная машина, смотрите, чтобы та посуда можно было мыть в посудомоечной машине, потому что есть посуда, которую нельзя мыть в посудомоечной машине, и люди, не зная об этом, отправляют в посудомоечную машину, и, как говорится, после этого это уже посуда, ну, имеет не тот вид, который бы хотелось. К сожалению, не все знают, что себе представляют, поэтому не обижайтесь, если мы делаем на этом акцент, потому что, например, кто живет в Европе, у них в Европе, в Америке, у них, как правило, у всех посудомоечные машины, там даже и не думают о том, что как-то может быть по-другому. Но там есть другая ситуация, там сразу в семье не один, не два сервиза, извините, наборов именно посуды, а сразу от 5 до 10, потому что посудомоечную машину нужно заполнить несколькими наборами. То есть это несколько, 2-3 дня, потому что все-таки в этих странах очень дорогая вода и так далее. Но опять же, вы должны смотреть, что где вы находитесь в том регионе. Но всегда смотрите с той посуды, которую вы кушаете. Потому что бывает так, что вы пьете из чашки, которая вам очень нравится, которую вам когда-то кто-то подарил, но она уже имеет трещины, внутри там чернота, но вы должны понимать, что все имеет в нашей жизни накопительный эффект. Если вы думаете, что сегодня ничего не произошло, потому что вы это сделали, например, сегодня дали кому-то деньги в долг после захода солнца и думаете о том, что ничего же не произошло, вас с работы не уволили, и вроде бы еще и премию дали в конце месяца, вы должны понимать, что все всегда в один момент возвращается на круги своя. Какой момент происходит? У каждого это своя, как говорится, история. Поэтому, если вы чувствуете, что каким-то образом в ваш дом попал какой-то неблагоприятный подарок, сразу избавляйтесь от него. Не позволяйте ему разрушать вашу жизнь и даже влиять на нее. Не доставляйте такое удовольствие недоброжелателям. Поэтому внимательно отслеживайте, от кого вы принимаете подарки. Особенно от того, кто кажется вам злым, и от того, кого вы опасаетесь. Потому что подарок это не только приятные эмоции, это и опасность, которая может изменить вашу жизнь. Также еще обращайте внимание на такое, что, например, вы дружили с близкими людьми очень долгое время, и вам дарились какие-то определенные подарки. Сейчас вы с этим человеком в ссоре, вы узнали настоящего, что этот человек себя представляет, что он завидует. Подумайте о том, какие подарки делал этот человек вам. Даже если это какая-то дорогая вазочка, если это дорогое какое-то картина и так далее. Подумайте о том, а не может ли она
продолжать нести в ваш дом или вашу жизнь какие-то определенные энергии. То же самое касается каких-то платьев, украшений и так далее. Лучше это спалить, уничтожить, отправить весь негатив во Вселенную, потому что это все равно все сожгется и вернется уже с чистой энергией. Все казалось, как видите, просто, но многие люди почему-то не думают об этом. Знаете, иногда очень жалко выбросить какую-то дорогую вещь, там, например, ту же фруктовницу, которую вам подарила, как вы считали в какой-то момент, ваша дорогая, хорошая коллега, а потом наступит момент, когда стоит вопрос о дальнейшем карьерном росте. Иногда человек прямо рвет у него крышу, и он не только к черной магии обращается, но он делает все то, чтобы вас убрать с того или иного жизненного пути. А вы должны понимать, что таким образом вы начинаете болеть, у вас возникают проблемы, и вы тратите энергию не на свою карьеру, не на преувеличение достатка, а на то, чтобы решить те или иные проблемы, те или иные вопросы, которые есть в вашей жизни. Кроме того, хотите сделать себе подарок, всегда пойдите купите, что вы желаете и как вы желаете. Кроме того, научите своих друзей, знакомых всегда дарить вам сертификаты, например, или вместе идите и покупайте. Или другой вариант, пусть дарят вам деньги в конверте, но именно в конверте, а не из рук в руки. Помните, пожалуйста, об этом правиле. И желательно, чтобы конверт был зеленого цвета или красного цвета, потому что это именно активирует денежную энергию и привлекает денежную энергию. И желательно в этом конверте писать то, что вы думаете. Это очень важно. Вот такой информацией мы сегодня с вами хотели поделиться, девочки и мальчики. Смотрите, у нас прямо сейчас часы, и часы показывают то, что сейчас у нас в реальности какое время. Вот как бывает, видите, совпадение. Оно уже показали другое время, но в любом случае, видите, как бывает, то есть это неспроста. Наша трансляция, девочки и мальчики, подходит к концу. Мы надеемся, что вы для себя взяли вот ту важную, ценную информацию. Не бойтесь людям отказывать, если вам дарят, вот знаете, так, вот на, вот прими этот подарок. Вот я и шла, и тебе он нужен, и так далее. Будьте внимательны и осторожны, даже если ваша соседка, с которой вы знаете друг друга, ни с того ни с сего вам дарит дорогой подарок, задумайтесь об этом. Если бывает так, что вы не можете отказать, то в таком случае дайте монету и скажите слово «оплачено». Это уже лучше, чем ничего. Это помните, пожалуйста, об этом. Мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации помогут вам в жизни. Мы надеемся, у вас все прекрасно, у вас все чудесно. Желаем вам мыслимых и немыслимых благ. Девочки и мальчики, наша трансляция подходит к концу. Завтра трансляция в 19:15 по Москве. Приходите, поднимем очень интересную тему. С вами сегодня прощаемся и услышимся уже в следующем видео и в трансляциях.